Undercover вышел не самой плохой игрой, да, конечно, она была не без проблем. Странная физика, легкий искусственный интеллект, местами неоднозначные копы, от которых либо никак не уйти, либо наоборот приходится вести их за ручку. Сильнейший блум, раздражающий баг с солнцем, когда тени меняются с той же скоростью, с какой едешь и ты, и многое другое. Но и умалчивать об достоинствах игры тоже нельзя. Новые режимы, которые были достаточно интересными и сложными, а главное, имеющими реиграбельность, когда гонку хочется пройти снова и снова. Тон игры, который выбрали создатели, серьезный, рассказывающий историю о копе под прикрытием и жизни улиц, огромное количество машин, некоторые из которых вполне могут стать вашими фаворитами, и так далее и тому подобное. Разделение студии Electronic Arts Black Box на две части в конце 2006 года явно было не лучшей идеей, и как мы видим в итоге, игра, которая вышла в 2008 году, была оценена гораздо хуже, чем то, что вышло годом ранее. Да что уж говорить, про Street явно завоевал свою любовь среди огромного количества людей за прошедшие годы. Собственно, наша задача в сегодняшнем ролике состоит в том, чтобы попробовать исправить ситуацию, что сложилось с Undercover'ом, и попробовать вернуть хоть какой-то фан от прохождения игры для тех, кто раньше не мог смотреть на него без ужаса на лице. С вами LimeFo в озвучке MSX, и сегодня мы попробуем прокачать Need for Speed Undercover до надлежащего состояния. Итак, представим ситуацию. Вы рядовой игрок и фанат в целом серии Need for Speed. Вы прошли много частей, в каждой из них выделили себе различные приятные моменты и решения геймдизайна. Но вот вы запустили Undercover, и резко до вас доходит, что практически ничего хорошего вы найти в игре не можете. Если бы вы не обладали столь высоким желанием что-то изменить, вы бы просто бросили игру и записали ее в список неудачных проектов. Но нет, вы строго решили для себя, что хотите что-то изменить, попытаться найти решение проблемы и наконец-то получить удовольствие от геймплея. Вы бросаетесь в интернет за решением и понимаете, что упали лицом в грязь, ибо ничего адекватного на просторах всемирной паутины нет. Вы отчаиваетесь. Ладно, это как-то слишком странно для моего формата, однако именно это и произошло бы, если бы вы были в 2009 году, а также 2010, 2011, 2012 и так вплоть до периода с 2017 по 2020 год. Спросите, почему же именно до такого периода? Все просто, ведь именно в это время начали появляться моды, которые помогают исправлять и чрезмерно яркую графику, и модель управления машинами, и другие всякие вещи. Окей, давайте начнем с самых основ. Для всех дальнейших модификаций очень рекомендуется иметь игру версии 1.0.0.1 или купленную в Steam, но не в Origin, там другая версия. Как только вы обзаведетесь этим, сразу сделайте полный бэкап папки игры. Да, это займет время и место на диске, но потом это может очень пригодиться, если понадобится восстановить оригинальную игру. Сделали? Теперь можно переходить к обязательным модам, а точнее скриптам. Generic Fix, переводя на русский язык, универсальный фикс. Эта вещица просто залатает игру во многих местах, потому ее надо поставить. Переходим по ссылке, кстати, все ссылки будут в описании, скачиваем архив, распаковываем содержимое в папку с игрой. Можно открыть конфигурационный ini файл в папке Scripts и там поставить следующие значения. Skip Intro, значение 1 пропускает некоторые вступительные заставки при запуске игры. Bloom Intensity, если поставить значение в 0, то Bloom в игре исчезнет полностью. 0.5 уменьшит его силу в половину, ну и так далее. Но советую пока это не трогать, поскольку про графику мы поговорим позже. Improve Scanner Reload, немного улучшает дальнейшее окружение в игре, можете поставить 1 или 0, как хотите. HUD адаптер адаптирует HUD игры под более широкоформатные мониторы по типу 21:9. Если у вас обычный 16:9 монитор, можете не ставить. Установка простейшая, качаем, кидаем содержимое в папку с игрой. А теперь у нас на выбор сразу две глобальные модификации, которые по немалой части направлены на полный перепил модели управления машинами в игре. Учитывайте, что при установке любого из них множество дальнейших модов будут несовместимы с вашей игрой. Стоит подумать об этом, если вы захотите поставить что-то свое. А также понадобится обязательно создать новый сейв, старые работать не будут. Поехали! Project Reformed – первый кандидат в этом списке, появившийся в 2020 году. Мод изменяет все, в том числе визуалы и физику. По поводу последнего, модель поведения авто старается быть похожей на онную из Pro Street. Для установки придется постараться. Скачиваем последнюю версию мода, распаковываем архив куда-нибудь, и теперь нам понадобится программа NFS VLTE. Открываем программу, открываем в ней нашу установленную игру, выбираем опцию импорта и импортируем скрипт из этого пути. Появится окно. Выбираем Install Reformed. Снизу есть дополнительные опции, это на ваш выбор. Кликаем кнопку Install. Нужно подождать немного.
Как окно пропадет, сохраняем изменения. Отлично, но это еще не все. Теперь вторая часть установки, она посложнее. Качаем программу Binary и требуемые ей библиотеки. Открываем программу от имени администратора. Кликаем на большую иконку слева, появится окно, выбираем путь к установочному скрипту по этому пути. После делаем то же самое, но уже выбираем путь к нашей установленной игре. После ждем. Появится окно с запросом на сохранение изменений, кликаем ОК. Далее еще один запрос, но уже на запуск игры, это уже решаете вы. Вот и все. Undercover Exposed, второй кандидат, он появился в этом году и является менее глобальным, но также основными задачами ставит визуал и физику. Тут все более лайтово, та же модель поведения авто больше похожа на оригинальную игру. Установка также подразумевает использование двух программ, только тут порядок обратный. Сначала применяем скрипт через Binary, файл с расширением .end, во время него спросит про добавление новых машин. Если хотите, то вот тут нажимайте ОК. В ином случае нажмите на пункт и только потом на ОК. Следующий вопрос будет про новую графику. Если вы согласны, тоже просто жмите ОК. И потом вопрос про новый HUD, тот же принцип. В конце согласитесь на сохранение изменений, но не запускайте игру, во втором окне нажать нет. Потом нужно будет через NFS VLT применить файл с расширением NFS-MS. В процессе установки второго можно выключить или оставить множество дополнительных опций, открытие всяких вещей, новые машины, графика, камера, искусственный интеллект и другие. Если во время binary скрипта где-то отказываетесь от чего-либо, то тут тоже надо отказаться. После установки можно даже регулировать некоторые вещи отдельным скриптом для NFS VLT. Прежде чем мы перейдем к следующей части ролика, важное отступление. Те из вас, что выбрали тот или иной глобальный мод, обращайте внимание на появление вот такого индикатора при показе какого-либо следующего мода из ролика. Он указывает на то, совместим ли данный мод с тем или иным глобальным проектом или нет. А теперь вопрос про интерфейс, конкретно HUD и графику. Давайте попробуем что-нибудь с этим сделать. Начнем с HUD. New High Contrast HUD поможет тем людям, которые имеют проблемы с четкостью HUD и его элементов. Модификация делает некоторые элементы темнее, конкретно карту и спидометр, меняет цвет нитро и добавляет иконки гонок на мини-карту. Конечно, вопрос в эстетичности такой модификации стоит очень остро, однако кому как, может быть это поможет во время гонок или ухода от полиции. Установка простая, скачивайте архив, открываете его и распаковываете содержимое папки Easy Method в папку Global, которая в папке с игрой. Beta HUD Portrait возвращает в игру HUD из бета-версии игры. Синий, приятный HUD, который хорошо контрастировал с фильтрами в бета-билде, теперь и в финальной игре. Нужно сказать, что HUD был портирован прямо с файлов бета-билда, что значит возможность получения багов. И они есть. Вернее, один, но к счастью исправленный. Из-за одного неприятного бага пришлось вырезать стартовый отсчет из гонок. Вот это вот маленькая фигня, если кто не понял. Что-то в коде HUD заставляло виснуть игру на старте гонки, когда по идее должен был появиться значок, что почти полностью убивало полезность этого мода. Но теперь это не беда, поскольку отсчет просто вырезан. Костыли, что поделать. Установка. Скачиваем архив, распаковываем папку Complex Installation в любое место. Открываем нашу игру в программе NFS VLT, в нем NFS MS скрипт. Применяем, сохраняем изменения. Повторяем такую же операцию и с .end скриптом через программу Binary. Тут даже цифрами подписано, в каком порядке устанавливать. Готово? Теперь касательно графики. Undercover Visual Enhancement Mode полностью отказывается от стилистики оригинальной игры и делает из нее яркую реплику Майами. Установка. Переходим по ссылке, скачиваем и распаковываем куда-нибудь архив, открываем игру в NFS VLT, импортируем и применяем NFS MS скрипт, сохраняем. Все, ваш Майами готов. Если вам хочется мод полегче, поскольку предыдущий несколько нагружает игру и или компьютер, то вы можете попробовать более облегченный вариант под названием Project Overhaul. Вид у игры будет почти тот же, но за меньшую цену. Установка почти такая же. Скачиваем мод, применяем NFS MS скрипт через NFS VLT и копируем папку Global в папку игры с заменой файлов. Ну и на десерт я оставил необычное решение – Beta Visuals, мод, возвращающий бета-графику оригинальной игры. Да, она по-прежнему взорвана, да, она для большинства выглядит так себе, но если вам дорога оригинальная эстетика этого тайтла, так еще и в оболочке более красивого визуала, то этот выбор точно для вас. Установка идентична тому, что было с бета-худом. Скачиваем архив, распаковываем файлы в отдельную папку, первым идет применение NFS MS скрипта через NFS VLT, потом END скрипта через Binary. Запускаете игру через программу по типу TextMod или UMod вместе с текстурпаком. Вы молодец.
С интерфейсом и графикой в принципе все, теперь вы можете спокойно гонять в солнечном мире Три-Сити. Но мы еще не закончили, ведь у нас на очереди различные мелкие модификации, которые немного скрасят геймплей. X360 1.17 AI мод постарается улучшить искусственный интеллект для ванильной игры. Улучшает он ситуацию всего чуть-чуть, но даже это чуть-чуть не будет каплей в море, поверьте. Установка простая. Скачиваем архив, применяем NFS MS скрипт через NFS VLTED, возникнут пару ошибок, проигнорируйте их, и вуаля. Есть еще и более агрессивный в плане бафа и мод, но после моих тестов я советую подумать, хотите ли вы его поставить. Речь идет про Hard Drivers. Установка мода предельно простая и снова использует NFS VLTED. Крайне рекомендую устанавливать только Easy-версию скрипта, потому что с другими версиями гонки превращаются не то чтобы в Burnout, а в Кармагеддон. Противники будут буквально пытаться вынести вас с трассы и будут идти одной кучей прямо за вашим бампером. Better Pink Slips Presets поможет вам в том случае, если вам не нравилась ситуация, когда вы прошли Pink Slip гонку и при выборе тачки получаете ее стоковую версию, вместо затюнингованной в роликах и игре. Установка мода также подразумевает действие в NFS VLTED, причем абсолютно те же самые, только с выбором другого файла для установки. Ах да, еще одно примечание. Если у вас уже имеется сейв, в котором вы прошли пару Pink Slip гонок, тачки, которые вы выбили, не поменяются на затюнингованные. Нужно начинать новую карьеру. А что насчет полиции в этой игре? Ну, есть парочка предложений. Pursuit Events Overhaul оптимизирует ваши задачи и рамки их выполнения, связанные с раздражением легавых, убирает ограничения по времени, увеличивает цели и так далее. Установка, ну я думаю вы уже сами понимаете. Архив, скрипт, NFS VLTED. Revamped Pursuits делает копов более жесткими и организованными, создавая более захватывающие и затяжные погони. Именно после этого мода вам захочется поставить и предыдущий, поскольку от копов будет сложно оторваться. Установка обычная через скрипт. Из архива берем папку Vanilla и не обращайте внимания на папку Reformed, это для устаревшей версии глобального проекта. И применяем любой из скриптов внутри. Если вам не жалко себя, можете вместо Revamped Pursuits взять Relentless Cops. Тогда вам абсолютно гарантирована хана. Лично я не мог даже полминуты провести в игре с этим детищем. Установка, скачивайте архив, распаковывайте его полностью, применяйте скрипт. Готово. С копами разобрались, что еще есть? Extended Input – отличный скрипт для тех, кто хочет поиграть в игру с геймпадом. Просто заходите по ссылке, выбираете архив для NFS Undercover и скачиваете и кидаете содержимое в папку с игрой. Рекомендуется еще включить иконки, это можно сделать через Generic Fix. Конфигурационный файл nfsundercover.genericfix.ini файл в папке Scripts. Находим опцию Improve Gamepad Support и ставим число в зависимости от вашего контроллера. 1 для Xbox, 2 для PlayStation. Добавить немного больше удобств поможет Extra Option Script. Процесс установки схож с Extended Input и Generic Fix. Открываем NFS UC Extra Option Settings.ini файл, прокручиваем в конец файла и меняем значение у опций Skip PSA и Disable Boot Up Online Login на единичку. Теперь каждый запуск игры будет гораздо короче, а в геймплее можно использовать пару прикольных вещей по типу автодрайва, когда машина едет сама за тебя, на F6, включение-выключение фар на английскую H и другие штучки. Вот как-то так. Теперь с кучей различных модов вы, вероятно, построили более приятную для вас Need for Speed Undercover. Конечно, исправить такую игру сложно, и это очевидно, однако шаги в этом делают как и модеры, которые создают модификации, так и вы, игроки, которые поддерживаете их, устанавливая их дополнения. И говоря им спасибо за то, что они занялись этой, вероятно, не самой лучшей игрой. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы видеть мои видео раньше всех. Подписывайтесь также на меня, Максима MSX, я также делаю ролики о гоночных играх, в частности об NFS. Также не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, там я пощу интересные новости и анонсы новых роликов. Помимо этого есть Discord сервер для энтузиастов по моддингу NFS игр, а также страница на Boosty, где вы можете поддержать меня финансово и получать за это некоторые плюшки. С вами был LMFo, увидимся!